А вот и добрались до планиметрии. Задача попалась нетрудная, так что вперед. В треугольнике ABC точки А1, Б1 и С1 середина сторон BC, AC и AB соответственно. А H высота, угол BAC 60 градусов, BCA 45 градусов. И первым делом нас просят доказать то, что А1, Б1, С1 и H лежат на одной окружности. Затем, зная длину отрезка BC, найдем длину отрезка А1H. Если эта задача оказалась вам не по зубам, то советую во время разбора чаще кликать паузу и пытаться продвинуться в решении самостоятельно. Ну а за мной дело не станет. Расскажу все, что нужно. Начнем мы, конечно же, с рисунка. Вот он, треугольник ABC, а вот и середина его сторон. Наконец появилась и высота. Вот и весь рисунок, ничего хитрого. Сейчас я вам покажу, как решает пункт А этой задачи культурные люди. Да вот как. Пункт А верен в силу теоремы об окружности 9 точек. То есть теоремка, которая утверждает, что все эти середины сторон, основания высот треугольника и не только они, лежат на одной окружности. Но, конечно же, вы хотели услышать что-то другое. Я не буду вас расстраивать, сейчас мы докажем все по-простецки. У нас имелся в запасе уголочек С 45 градусов, угол А 60. Значит, угол Б 75 градусов. Угол BHA прямой, значит угол BAH не больше не меньше 15 градусов. Если с этими уголочками вам все понятно, то двигаемся дальше. Нам пригодятся отрезок C1H и точка О как пересечение C1B1 с высотой. Возьмите паузу и попробуйте доказать равенство углов C1AO и C1HO. Я это предпочту сделать так. HC1 является медианой прямоугольного треугольника BHA, и значит она равна половине его гипотенузы, то есть C1A. Это я к чему клоню-то, ребят? А C1H равнобедренный треугольник. Значит, его углы при основании равны. Интересное дело, угол C1H равен 15 градусам, а по соседству с ним прямой угол. Возьмем это на заметку, пригодится. Финальные штрихи. C1B1, будучи средней линией, параллельно BA1. А1B1 параллельно BC1. Получается BC1B1A1 параллелограмм. Значит, угол B1 равен 75 градусам. Что дальше, дядя? Спросите вы. На что я отвечу. В четырехугольнике А1, Б1, С1H сумма противолежащих углов H и B1 получилась 180 градусов. Значит, коли будет желание, около такого четырехугольника можно описать окружность. Это объясняет то, что точки А1, Б1, С1H лежат на одной окружности. Тем самым пункт А доказан. Перед вами формальная писанина для бланков. Вышло, конечно, чуть подлиннее, чем через окружность 9 точек. Но главное, чтобы было понятно. А если что-то непонятно, просто спросите. Потому что сейчас мы возьмемся за пункт Б, чтобы уж срубить полный балл за эту задачу. Вы, главное, уши навострите. Угол А в треугольнике ABC был равен 60 градусам. Значит, HAC равен 45 градусам. Четвертинка от пи, так сказать. А вот вам и еще уголочки по 45 градусов. Осмыслите, почему это правда. Отрезок BC по условию был равен 2 корням из 3. Значит, C1B1 корень из 3. Если C1OX, то OB1 корень из 3 минус x. Отрезок АО тоже корень из 3 минус x. Треугольник там равнобедренный. А что нас просят найти? В равнобокой трапеции C1H, A1B1 малое основание HA1. Оно равно корню из 3 минус 2x. Опять же подумайте, почему это так, это нетрудно. И направьте фокус ваших диоптрий на треугольник AOC1. Отношение катета C1O к AO задает тангенс 15 градусов. Я нарочно здесь напишу пункт А, чтобы запутать шпионов, ну а вы, друзья мои, знаете это пункт Б. Вы, конечно же, от рождения знаете тангенс 15 градусов, и мне даже как-то неловко его напоминать, но придется это сделать. 15 градусов можно представить в виде разности 45 и 30 градусов. Затем используем формулу тангенса разности аргументов. Тангенс 45 и тангенс 30 уж точно все помнят, а значит мы получим нужное выражение. Его не обязательно преобразовывать, вы сейчас увидите. Мы сейчас напишем то, что наша дробь равна отношению противолежащего катета к прилежащему. Отсюда попробуем найти, чему равен x. Правило крест-накрест вам в помощь. Сначала x умножится на единичку, потом еще на 1 на корень из 3 и так далее и тому подобное. Ну что ж, из такого равенства легко раздобыть значение x. Только мы не будем искать x. Лучше найдем, чему равен 2x. Этот удвоенный x будет равен корню из 3 минус единицы. А нам нужно было раздобыть выражение корень из 3 минус 2x. Не проблема, сейчас подставим все, что знаем, и длина отрезка А1H окажется равной единичке. Вот такой вот красивый ответ в не менее красивой задаче. Все, кто ее осилил, большие молодцы.